Покупать на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. И вот у нас наконец-то наступило время снять видео о проверке находок за сентябрь. Много там было всего разного найдено. И вот начнем, пожалуй, тестировать, что работает, что не работает. Узнаем, зачем же выбросили те или иные штуковины. И, пожалуй, начнем с крупной техники. Сначала начнем с ЖК-монитора Samsung. Вот он, ЖК-монитор. С виду он целый, в идеале. Сейчас мы его проверим. Так, монитор Samsung ThinkMaster 730N 2005 года. Подключили к сети. Сейчас будем включать. О, включился. Ждем картинку. И он даже работает. Посмотрите, он работает. Зачем же его тогда выбросили? Интересно. Даже работает. Так, сейчас что ли его, наверное, надо к ноутбуку подключить. Посмотреть, все ли у нас с изображением в порядке. Но по виду все у нас идеально. Блин! И он у нас не показывает, когда подключен к компьютеру. Светодиод только бегает и все, то есть погасает. Потом длительная пауза идет. И он сейчас опять загорится. Вот загорелся. А картинки нет. Так что вот почему его выбросили. Какая-то с ним неполадка. То же самое, даже когда просто кабель подключен. Без компьютера. То же самое. А если же мы кабель отключим от него, то будет что показывать или нет? О! И показывает, что нет сигнала. Интересный глюк. Первый раз такое. Ну, платы у меня где-то валяются от похожих мониторов. Если вот здесь неисправна плата в виде сигнала, то в принципе можно заменить. Да, ну вот, короче так, полурабочий монитор. Так, у нас еще есть два МФУшника, струйный и лазерный. Пожалуй-ка сейчас проверим мы их. Так, вот такой МФУшник у нас. Epson. Включаем. Включился? Обалдеть! Вот, все вроде включилось. Все действует, как микроволновка пищит. Так, чтобы проверить, интересно. Просто распечатать какое-нибудь фото. Так, в нем бумага даже есть. Так, пошла печать. Такие странные звуки. А бумага у нас просто белая. О, тут вообще ничего нету. Только какие-то полоски. Так что не просто так его выбросили. Вот с ним такая проблема. То ли засохла головка, то ли там что-то не то с чернилой. Потому что я тогда смотрел, картриджи там что-то... В них прям почти вода, чуть-чуть еле-еле цветная, вместо краски. Так, ну, короче, сейчас он должным образом не работает. Потом можно будет разобраться с этими картриджами. Или же где-нибудь достать оригинальные. Так, следующим у нас будет вот этот МФУшник Samsung. Вот его название модели. Пробуем включать. Так. Надо еще разобраться, как его включать. Это у нас не включение. Думаю, где-нибудь сзади есть переключатель. Да, сзади есть переключатель. Включаем.
Включился. Так, и замятие 1. Вон там у нас пишет. Так что тоже не просто так его отправили в последний путь. Так, что я хочу сказать про него. Я вообще-то его уже поковырял. Он так и писал замятие 1. Все разбирал, все смотрел, все цело, все датчики работают. Никакие там рычажки, лепестки не обломаны. Все цело, но вот такая у него ошибка. Может быть, с прошивкой какая-то фигня. То есть посмотрел на форумах уже информация про это. То есть все возможные причины поломок, в нем их просто нету. Все там ролики, реле, что там может быть сломано, электромагниты залипать, все здесь цело. Но однако вот это у нас ошибка замятия 1. Так, сейчас давайте-ка проверим аккумулятор автомобильный, который у нас был найден в том же выпуске находок. Так, вот он, с зарядки мы его сняли еще вчера. Сейчас посмотрим, что у него с напряжением. Так, берем мультиметр и смотрим. 12,6. В принципе, более-менее нормально. 12,6. Так, сейчас попробуем еще раз подключить зарядное и посмотреть, полностью ли емкость у него набралась за вчерашний день. Так, ну чуть-чуть. А, все. Все уже заряжен. Значит, емкость полная. Больше заряжать его не нужно. Сейчас проверим нагрузку. Так, 12,7. Потому что сейчас чуть-чуть зарядили. 200 ампер нагрузка. Если напряжение будет ниже 10 вольт, значит так себе. Если больше, значит нормальный. Так. Десять и 6. О, даже растет. Так что нормально. Так, катушка нагрелась. Можно еще попробовать, но она уже, конечно, горячая. Сейчас напряжение будет уже выше, наверное. Да, 10,8 даже. Так, в принципе в норме. Так, давайте сейчас проверим емкость. Сколько он отдаст ампер-часов на 60-ваттную лампу автомобильную. Так, на видео снять не получилось, потому что отвалился у меня этот прибор, который измеряет емкость. И все настройки у него сбросились, короче. Но я успел сфотографировать. И вот емкость у него получилась 30 ампер-часов. То есть пол емкости есть, даже больше, потому что надо разряжать его 3 хотя бы амперами, потому что он 60 ампер-часов, а я разряжал 5 амперами. Так что вот так довольно хорошая получилась находка, вот такой аккумулятор. То есть... Так что вот так бывает, когда они полностью разряжаются из-за утечки там в автомобиле, их просто нахрен выкидывают, типа все, аккумулятор сдох, покупают новый, старый выкидывают, кто-то, конечно, сдает его на металлолом, кто-то выкидывает. Но аккумулятор еще работать и работать ему, раз у него пол емкости есть. Так что довольно неплохо. Так, будем сейчас проверять другие устройства, которые уже более мелкие. Так, вот у нас есть железо комповое, немножко материнская плата с процессором. И вот такой вот блок питания. Давайте прямо сейчас подключим все целиком сюда же и попробуем запустить и то, запустится или нет. Если уж что-то сгорит, то не особо-то и жалко. Так, все подключили на блоке питания. Включаем кнопочку. Свет мигнул, ничего не происходит. Сюда я подключил спикер, чтобы он здесь был. Посмотрим, она должна пищать из-за того, что нет памяти. Так, что-то я чувствую здесь нагрев. Вот здесь вся плата нагревается. Вот здесь эти транзисторы нагреваются. Чип вот этот, по-моему, теплый тоже.
И вот здесь маленький транзисторик. Ах, ужасно горячий. Так, возможно, здесь дежурное питание в норме? Или материнка не работает? Пробуем включить. Запустится она хоть? Давай. О, запустилась! Но спикер молчит, молчит. Возможно, она неисправна. А, вот. Что это означает, а? Неизвестно, кто у нас хандрит, материнка или БПшник. Так, проверил я блок питания. Отдельно его запустил, замкнув контакты. По линиям 5 и 12 вольт все нормально. Может быть, с дежуркой что-то не то. Здесь контактов до хрена, еще надо разбираться, где есть дежурка. Ну, короче, как-то работает и то, и то. Блок питания, если что с ним проблема, то, думаю, его стоит восстановить. Все-таки он более-менее нормальный. Так, теперь давайте будем проверять уже более мелкое железо. Это телефон. У нас было найдено очень много телефонов. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 телефонов. Вот они. Вот такие телефоны. Разные. Древние, не древние. В принципе, все древние. Так, сейчас будем их проверять. Так, сначала мы проверим, давайте, вот этот Samsung, который современный, ну, то есть не такой, но современный, но в идеальном состоянии. У него даже зарядка есть. С ним даже выбросили зарядник. Потому что я думаю, что он, может быть, даже работает. Так, сейчас ткнем в него зарядку. Вот он не включается. Ни хрена. Втыкаем зарядку. Ничего. И ничего. Во, включился! Включился. Так что этот мобильник у нас, скорее всего, работает. О! Так, сим-карту поставили, он сам перезапустился. Видимо, нельзя было так делать во включенном виде. Так, включился, поставили мы сим-карту. Запускается. Так, ну вот, в принципе, работает. Сенсор-то у него исправный, вроде исправный. Так, сейчас наберем номер и попробуем. Так, звоним. Старый телефон Samsung. Связь работает. Но я кое-что заметил. Так. Вот что я заметил. У него есть небольшое повреждение на дисплее. Видите пятно? Может, это в момент выброса произошло, не знаю. Как будто такая есть фигня. А так он, в принципе, работает. Вот такой, короче, мобильник. Этот у нас, можно сказать, исправный. Это как бы пятно не видно, вот он уже разряжен. Так, что бы дальше проверить? Давайте проверим вот этот вот интересный телефон. Он тоже сейчас не включается. У него зарядка здесь обычная USB-шная, старая USB-шная. Еле-еле воткнул. Так, ничего пока нету. Ну, чего ты ни хрена не включаешься-то? Или надо долго ждать? Так, что выяснилось? Напряжение вообще на аккумулятор не подается. Или он дохлый, или зарядка не подходит. Можно аккумулятор зарядить лягушкой. Так, пока аккумулятор заряжается, у нас есть вот такой Samsung, который был без аккумулятора. Вот я для него нашел аккумулятор, он даже заряженный. Давайте-ка мы его пока проверим. Уж тот, не знаю, сколько будет заряжаться. Вот сим-карту сразу вставляем.
Аккумулятор точно заряжен. Смотрим. О, включился. Ну что, просто древний, что ли? Эй, куда все делось? Ну-ка. Включился. А, во. Видимо, потому что крышки нет. Ну, что, вроде запускается. Опять аккумулятор отвалился, пришлось заново включать. Так, МТС Рус, все нашлось. Пробуем звонить. Так, идет вызов. Смотрим. Пошло. Древний телефон Samsung. Очень древний. Да, тоже работает. Видимо, его выкинули из-за древности. Так, все, связь мы сбросили. Тоже работает. Так, хотя почему-то не было аккумулятора. Так. Все, выключился. Так, значит, этот у нас работает. Так, ну не знаю, зарядился ли от этого аккумулятор-то. Давайте сейчас, что ли, все их зарядим сейчас лягушкой. Пока я нажму паузу, все аккумуляторы от них зарядим и будем уже включать потом отдельно. Так, позаряжали мы аккумуляторы от них. Что-то они довольно быстро заряжаются. Так, с этого пришлось снять, он опять стоит, заряжается. Давайте сначала эти все проверим. Так, что проверить сначала? Все уже перемешано. Так, Samsung, вот этот Samsung, у него даже сим-карта есть, но она явно дохлая. Так, ставим сюда свою сим-карту. Все аккумуляторы позаряжали мы каждый по 5 минут. Просто долго ждать задолбаешься. Так, включаем. О, тоже работает. Все, сеть нашлась. О, блин. Позвонить-то выйдет или нет? Быстренько попробуем звонить. Так, где здесь клавиатура? О, о, здесь кнопка меню не действует. Не просто так она такая затертая. Ни хрена. Ну, блин. И что, разрядился что ли вообще? Ну... Ё-моё. Так, пробуем звонить. Звоним. Так, пошло. Еще один древний телефон. Древний-древний. Тоже нормально. Значит, дело вот в этом. Это всех так задолбало, что просто его выключить даже нельзя будет. Так, это тоже исправный. Ну, полуисправный. Ну, можно положить его в исправный. Так. Так, раз, два, три, которые работают. Так, здесь что, Siemens остался. Очень старый. У него аккумулятор сразу в зарядке стал гореть, что якобы уже заряжен. У нас, может быть, даже не хватит емкости на один звонок. Тоже включается. Ох, да, здесь аккумулятор очень плохой. Подтвердите включение. Так, поиск сети. Ну, блин. МТС нашлось вроде, смотрите. Пробуем звонить. Ой, какая клавиатура здесь еще, блин, запутанная. Ну?
Гудков нету? Нету гудков вообще. И телефон не звонит. Что-то не то с ним. Ой, стал выключаться. Все, и выключился. Да. Понятно. Этот у нас не работает. Не работает. Или очень хреновый аккумулятор, что не хватает ему даже на включение. Не работает. Так, Sony Ericsson. Вставляем симку. У него аккумулятор еще вздутый. Так. Вроде бы закрылся, но он такой поврежденный. Так. И нифига! А, во! Или, что это было? Да. Ну вот, с ним такая какая-то хрень. Он мигает белым фоном, и все. Или аккумулятор долбанный. Но он заряжался довольно долго. Да. Так что вот так. Блин, сим-карта тут теперь хрень извлечешь. Но он и поврежденный, и, короче, его тоже откладываем в нерабочий тогда. Так, ну и этот остался, смотрим, зарядился у него хоть как-то аккумулятор-то. Так. Пробуем. Ну давай. Неужели нифига? Так долго заряжался и ни хрена. Так, он на 1 секунду включился, смотрите. Но потом отрубился. Во, во. Ну, может, правда аккумулятор не заряжен еще. Вряд ли здесь сим-карты делал. Без сим-карты проверяем. О, здесь сим-карта работает. Странная неполадка. Так, вроде бы все работает. Почему сим-карта не хочет запускаться, не знаю. Может быть, потому что она вот такая двойная. И она как-то там разваливается. Так, работает. Ну, видео затянется, конечно. Попробуем вот дохлую симку, которая не выломана из своей оправки. О, с ней включился. Но сим-карта явно дохлая. Не зарегистрирована. Ну, странно. Почему же с моей-то не работает, а? Вот бред-то, а. С чужой работает, а с моей нет. Даже не знаю, в какие его отправить. Ну ладно, положим в рабочий, все-таки включается. Так, телефоны у нас все. Вроде все. 2 дохлых и 4 вроде как рабочих. Так, что у нас тут осталось? У нас вот здесь даже видео такое длинное. Коробка со всяким барахлом. Здесь это Sony PSP, фотоаппарат. Блин, до хрена еще всего. Все надо тоже проверять. Давайте-ка проверим фотоаппарат. Так, зарядили этот аккумулятор. Он что-то быстро очень зарядился. Возможно, он тоже дохлый. И тадам, пробуем включать. Включился. Может, карты памяти. Ой, 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 что это? Вот у нас изображение. И отключается и горит просто темным.
Да, и выключается. Что это? Что-то смотрится не то. Вот, вот. Да. Не просто так выбросили и отрубается. Жаль, блин. Можно это как-то восстановить, хотя сомневаюсь, на эта матрица дохлая. Да, фотоаппарат у нас дохлый, значит. Что у нас тут еще? Есть плеер, есть у нас Sony PlayStation. Такое более-менее крутое из этой коробки. Вот такая зыза. У нее отваливается крышка с аккумулятором. Сейчас найдем блок питания и посмотрим. Так, вот у меня прям блок питания Sony 5 вольт именно от PlayStation. Так, сейчас она у нас не включается. Оп, индикатор загорелся. Крышка, конечно, отваливается. Пробуем включить зызу. О! Нифига себе. Так, 2009 по умолчанию. О, включилась. А где же тут меню? Тут как-то должно быть. Что это? Memory stick что-то. Здесь нету карты памяти, значит. Игра запускается какая-то. Откуда здесь игра? Здесь ничего нету. Так, ну мы видим, что она работает. GTA. Откуда здесь GTA? Там диск, наверное, стоит, что ли? Так, да, диск, там вибрация идет. Кто-то задротил в GTA. Ну, зыска работает? Ни хрена себе. Вот эта находка хорошая оказалась. Чего дальше? Даже нам удастся поиграть. Что-то долго она очень грузится. На паузу нажму, а то видео будет целый час. Во. Так, ну это вступление. Это можно пропустить. Ого, пошло. Так. Тоже можно пропустить, значит. Вот, целую минуту думала. Так, это уже нельзя пропускать. Я в это вообще не играл, без понятия, что надо нажимать здесь, что делать. Так, что-то она долго вот думает очень. На 5 секунд 30 вот так вот стоит. Во, пошло. Что надо сделать? Так? Нет, не так. Стрелка на машину. Понятно. Ого, наконец-то. Ой. Сразу провал. Ну, короче, вот, вроде что-то выходит. Но мне, конечно, играть не выходит в это. Сейчас все нахрен проиграется. Так что в GTA я ни разу не играл. Смотрите. Все, провал. Ну, короче, она работает. Это главное, что она работает. Вот. Вот, здесь есть диск. И крышка отвалилась. Действительно, с GTA.
Ну вот, так что находка это довольно неплохая. Такая вот зыза. Так, интересно. Аккумулятор держит заряд. А, нет, хреноватый. И ничего, все, и отключилось. Ну, так довольно неплохо. Вот такая вот штучка. Так, здесь еще всякая белиберда. Здесь вот этот плеер есть и навигатор. Вот у них старый разъем, обычный такой USB. Давайте-ка оба их включим. Так, у плеера. Вот, включили. Так, индикатор зарядки не горит. Вот здесь он должен гореть. Блин, подождем. Ой, нифига, прошло минут 10 и ни хрена, может там аккумулятор дохлый. Фиг его знает, не подает признаков жизни. Так, навигатор. Что-то в него так трудно включается. Вот, включилось. Так, о! Запустился. Идет загрузка, только здесь нету карты памяти, вот. Без нее не знаю, можно ли. Как долго. Ну. Это просто значок, что он подключен. Странно, но ничего не происходит. Вот он так уже минуты 2 стоит. Отключаем. О, что это? И что, все? Без блока питания он не включается. Но ведь там аккумулятор должен быть. Да, странно. Да, короче, так вот горит заставка, ничего не происходит. Отключаешь блок питания, сразу отрубается. То ли там нет аккумулятора, то ли он полностью дохлый. Короче, какой-то он зависший. Так, ну и что, здесь уже мелочь осталась. Флешки, вот 2, и вот этот mp3-шник, но для него нет зарядки, аккумулятор из него не достать, только если разбирать. Ну и модем Yota, короче, уже одно барахло. Так, флешки я проверил, обе они по 2 гигабайта, на них ничего интересного нету. Здесь 2 только файла каких-то PDF-ных, а это вообще пустая. Ну, обе рабочие по 2 гигабайта. В принципе, все. Самое ценное мы все проверили. Это уже все ерунда. Телефоны работают многие. Самое хорошее, наверное, вот это. PSP получилось у нас в том выпуске находок. Так что все. Ждите следующих видео. Думаю, будет что-нибудь еще интересное. Пока что все. Всем пока.